Приветствую всех моих верных единомышленников и почитателей, и говорю вам по вере вашей да будет вам. Приятно, конечно, когда о тебе все ожидания, разговоры, пророчества, но такое, я бы сказал, фанатичное отношение к своей личности я не одобряю. Ваши субъективные и идеализированные представления обо мне могут не соответствовать действительности. Я строго запрещаю вам делать из меня кумира и возводить мою личность в культ, по примеру Будды, Христа, Ленина или Сталина. Не забывайте, что все творится по силе и могуществу Бога, а все остальное — лишь инструмент и орудие Его воли. И сразу к сути. Долго от меня не было вестей. Кто утверждает, что ожидаемый Спаситель не станет сидеть и вещать в интернете, я отвечу. Хоть я и склонен к аскетизму и отшельничеству, но достижения современных технологий не чужды мне. И я не чураюсь новомодных гаджетов, ведь мне придется выполнять свою миссию в реалиях современного мира. А то, что я посылаю порой весточки о себе, этому тоже есть предпосылки и причины. И то, что не сам выступаю и озвучиваю их не своим голосом, также есть объяснение. Оправдываться и объяснять все вам, думаю, смысла нет. Как говорится, кто знает, тот знает. Хочу коротко раскрыть тему двух выдающихся личностей, двух противоположностей. Придут два человека, наделенные сверхчеловеческими способностями. Под личностью одного придет губитель, а под личностью другого придет спаситель. И не факт, что они будут соответствовать своим ролям. Одним из отличительных признаков, по которым люди смогут узнать их, это то, что под маской спасителя придет губитель, и наоборот, под личиной разрушителя явится спаситель. Только обладающие мудростью и проницательностью, а также чистотой своей души и сердца, смогут определить, кто из них кто. Вы думаете, я не испытываю душевные смятения, и меня не раздирают сомнения внутри? Порой, пребывая в хорошем расположении духа, я все больше утверждаюсь в мысли, что я тот самый Мессия-Спаситель, предтеча имама Махди и Иисуса Христа. Но бывают минуты депрессивного состояния, когда я начинаю думать, что я, возможно, лже-мессия, лже-пророк, который должен приготовить путь антихристу. Видимо, для этого в самом начале моего пути мне и были даны знаки и откровения, призванные направить и укрепить меня. Но темные не дремлют и ведут работу на всех фронтах, потому мне порой бывает неимоверно тяжело, но меня всегда спасала молитва, ибо молитва и есть истинное оружие верных Богу людей. Я часто задумываюсь, а смогу ли я, тот, кого люди считали за ничто и за ни на что негодного, взять и понести эту нелегкую ношу? И тут же я поправляю себя, что не я сам возьму и понесу, а Бог возложит на меня и поможет мне понести эту ношу. Ибо человеком эта ноша не по силам. Многие наверняка видели этот ролик, в котором я выразил свои сомнения по поводу моего притязания на роль царя-избавителя, но есть и другие свидетельства, которые утверждают прямо противоположное. К примеру, Папа Лев IV, святой, умер в 911 году нашей эры, записал это пророчество о последнем святом императоре. Появится имперский избавитель, Восточный Фридрих, который спасет королевство и народ. Он примирит мусульман, над которыми будет править, украшенный всеми добродетелями, бедный, но ни в чем не нуждающийся. Его будут сопровождать два ангела в образе евнухов. Человечество примет его как своего правителя. Пять чудес сбудутся одно за другим. Во-первых, самый мудрый человек появится на Востоке, разбирающегося в тайной мудрости, то есть мудрости, которая нужна человеку. Он будет носителем справедливости и будет учить законам истины. И он вернет людей к истинным нравам из тьмы невежества, от неверия на путь правды. И он вернет грешников на путь истинный и будет причислен к пророкам. Моя миссия — не навязывать мусульманскую веру, а возвестить истину. Ислам, как и все другие религии, имеет свои нормы и правила, составляющие сложность для понимания и принятия его далеких от веры людей. А истина, она легка для понимания и принятия в любой среде, независимо от их религиозной или национальной принадлежности, ибо ее принимают сердцем. Правда у каждого своя, но истина одна на всех. Это тот самый камень преткновения, что разделяет нас и становится причиной злобы и ненависти друг к другу, перетекающие в ссоры и драки, войны и кровопролития. Многие незнакомые или знакомые поверхностно с исламом отзываются о нем как о жесткой и грубой религии. Но это только на первый взгляд. Думаете, почему мир погряз в ее нынешних грехах и извращениях? Потому что многие псевдоучения с их псевдоучителями, призванные исцелять и спасать людей, на самом деле обрекают их на гибель, следуя таким же лживым учениям псевдоморали и псевдогуманизма. Стал бы настоящий врач смотреть и ждать, пока больной будет тихо и верно угасать от поразившей его болезни, лишь потому, что он придерживается гуманного способа лечения? Есть болезни, которые нельзя вылечить без оперативного хирургического вмешательства.
Этот мир подобен такому больному, и этому миру нужен настоящий врач, знающий свое дело, а не медики-интерны, а иной раз маньяки-кровопийцы в белых одеяниях. Чтобы построить новый дом на месте старого, нужно сначала разрушить старый дом вместе с фундаментом. Так и новый мир нельзя построить, не разрушив старый. Потому и попускает Бог всевозможные войны, болезни, бедствия и катаклизмы. Некоторые скажут о моей вести. Очередная болтология, а я очередной профессор болтологии. Возможно, ну а что вы прикажете делать еще в ожидании своего звездного часа? Думаете, мне самому легко наблюдать за болью и страданиями людей и самому страдать от зла и козней темных сил? Мне было дано в откровении. Пока не сядешь на коня небесного, не избавиться тебе от своры бродячих псов и шакалов, преследующих тебя. Если я еще не на коне, значит, я и мир еще не готовы к этому. Это значит, что еще не настало время. Думаю, вам не привыкать к болтологии подобных царей и императоров, и же с ними, коих уже тьма тьмущая в интернете. Но настоящий избранник, он как бы есть, но в то же время его нет. Он как бы молчит, но в то же время посылает о себе весточки через современного почтового голубя под названием интернет. Кто знает, тот знает, и на основе этих знаний последует и признание. Сказано, и невидимо видимый станет у престола, облеченный венцами и перстнем. Не хочу загадывать о времени, ибо загадывать что-то наперед – дело неблагодарное. Но скажу только то, что подсказывает мне мое сердце. Это великое событие случится уже в этом году. Всем мира и добра. И да сбудется воля Божья, а не наша. Наверное, золотой. Тихо. Прям сюда едет. Ты кто? Почему ты мне не кланяешься, а? А ты кто? Я визирь нашего султана. Визирь? А кто выше тебя, визирь? Главный визирь нашего султана. И для меня честь и большое счастье служить под его мудрой рукой. Ну а кто выше главного визиря? Ты что? Наш султан? И мы все счастливы служить под его мудрой рукой. Ну а кто выше вашего султана? Только Аллах на небе. Ну а кто выше Аллаха там, на небесах? Никто. Верно. Так вот, я и есть этот никто. Следуй своим путем. И не мешай мне следовать своим. Что? Да как ты смеешь? Шариат! Постоянно летит! Что? Лови ее вверх! Летишь, смотри! Длинная птица летать научилась! Тарикат! А что он сказал? Какое заклинание? Ой, смотри, летит! Прятал в рукаве, что ли? О, Аллах, он же настоящий колдун! Ну да, он же сказал шариат, а это значит закон. Да, потом тарикат, путь! Марифат! Вот это чудо, ну и дела! Правоверный! Птички из глины в небе летают! Марифат, познание! Хакикат! Он сказал хакикат, истина. И правда, вот она истина. Он из суфиев. Только они знают путь к Аллаху. Только они. Мир вам! И вам мир. Кто он такой? Божий человек. Неизвестно, откуда приходит и куда уходит. Да нет, это Муба, творитель чудес. Почему он сказал, что он никто? А еще он звездочет. И аль-джебру знает, он ученый-исчислитель. Вернуть! Вернуть его! Да разве его вернешь? Он чародей, прорицатель.